Представьте себе жаркий тропический пляж. Белый песок, кристально чистая вода, легкий морской бриз и густая зеленая крона деревьев, дарящая долгожданную прохладу. После долгой прогулки вы замечаете небольшое дерево с блестящими листьями и аккуратными зелеными плодами, похожими на маленькие яблоки. Кажется, что лучшего места, чтобы спрятаться от палящего солнца, просто не найти. Но именно здесь можно совершить одну из самых опасных ошибок в своей жизни. Перед вами манцинелловое дерево, Hippomanes mancinella. Его нередко называют одним из самых опасных деревьев на Земле. Почти каждая его часть содержит едкий млечный сок, способный вызвать сильное раздражение кожи и глаз. Его плоды могут привести к тяжелому отравлению, а дым от сжигания древесины раздражает глаза и дыхательные пути. Сегодня мы выясним, где растет это удивительное дерево, почему его так боятся местные жители, действительно ли опасно стоять под ним во время дождя, какие легенды окружают манцинеллу и почему, несмотря на ее опасные свойства, люди не уничтожают эти деревья полностью. Манцинелла растет вдоль побережья Карибского моря, на юге Флориды, в Мексике, странах Центральной Америки и на севере Южной Америки. Она прекрасно переносит соленый морской ветер и бедные песчаные почвы. Более того, ее мощная корневая система укрепляет береговую линию, помогая защищать побережье от разрушения во время штормов и эрозии. Именно поэтому манцинелла играет важную роль в прибрежных экосистемах. Самое удивительное, что внешне это дерево совершенно не выглядит опасным. Напротив, оно кажется вполне обычным. Именно эта обманчивая внешность и делает его особенно коварным. Многие туристы даже не подозревают, что проходят буквально в нескольких шагах от растения, к которому лучше никогда не прикасаться. Главное оружие манцинеллы – густой белый млечный сок. Он выделяется при повреждении коры, ветвей или листьев. Попав на кожу, сок способен вызвать сильное воспаление, болезненные волдыри и химические ожоги. А если он попадет в глаза, последствия могут быть настолько серьезными, что потребуется срочная медицинская помощь. Особую известность дереву принесли его плоды. Они напоминают небольшие зеленые яблоки и выглядят совершенно безобидно. Именно поэтому в прошлом некоторые путешественники решались их попробовать. По сохранившимся описаниям, сначала ощущается даже приятный сладковатый вкус. Но уже через несколько мгновений появляется сильное жжение во рту и горле, боль быстро усиливается, а глотать становится крайне трудно. Существует распространенное утверждение, что даже дождь под этим деревом смертелен. На самом деле это преувеличение. Однако определенная опасность действительно существует. Во время дождя капли могут смывать млечный сок с листьев и ветвей. Если такая вода попадет на кожу или особенно в глаза, она способна вызвать болезненное раздражение и химические ожоги. Именно поэтому специалисты не рекомендуют укрываться под манцинеллой во время дождя. Есть еще одна причина соблюдать осторожность. При сжигании древесины выделяется дым, содержащий раздражающие вещества. Попадание такого дыма в глаза вызывает сильное жжение и воспаление, а его вдыхание может раздражать дыхательные пути. История знакомства человека с манцинеллой уходит во времена первых морских экспедиций в Новый Свет. Испанские путешественники быстро заметили, что местные жители стараются держаться от этих деревьев подальше. Со временем появились десятки рассказов и легенд, многие из которых заметно преувеличивали опасность растения. Однако реальные токсичные свойства манцинеллы давно подтверждены современными ботаническими и медицинскими исследованиями. Любопытно, что далеко не все животные страдают от этого дерева. Некоторые виды игуан спокойно поедают его плоды без заметного вреда для здоровья. То, что смертельно опасно для человека, может оказаться совершенно безвредным для других обитателей природы. Возникает закономерный вопрос. Если дерево настолько опасно, почему его просто не вырубят? Ответ кроется в его огромной экологической ценности. Манцинелла помогает защищать побережье от эрозии, укрепляет песчаные дюны и является важной частью природной экосистемы. Поэтому вместо уничтожения деревья обычно помечают предупреждающими табличками или красной краской, чтобы люди могли вовремя распознать опасность.
Манцинелло напоминает нам о простой, но очень важной истине. В природе нет абсолютно добрых или злых существ. Каждый организм выполняет свою роль. Для дерева токсичный сок – это не оружие против человека, а всего лишь эффективная защита от травоядных животных. Если однажды вы окажетесь на Карибских островах, в Центральной Америке или на юге Флориды и увидите возле пляжа красивое дерево с маленькими зелеными плодами, не пытайтесь сорвать их, не ломайте ветви и тем более не прячьтесь под его кроной во время дождя. А если рядом установлен предупреждающий знак, обязательно прислушайтесь к нему. Иногда самые красивые растения скрывают самые неожиданные свойства. Манцинелловое дерево – один из самых ярких примеров того, насколько удивительной, сложной и непредсказуемой может быть природа. Если вам понравилось это путешествие в мир удивительных растений, поддержите канал «Лесное дело» подпиской и поставьте лайк. Впереди нас ждут новые истории о деревьях, травах и растениях, которые способны удивить даже опытных ботаников. До встречи в следующем выпуске.